Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Зеленое Хобби. Я такое неожиданное видео решил сделать. Просто тут убираюсь уже. Решил старые, можно сказать, всякие цитрусы повыбрасывать, которые уже вот у меня 3 года стоят и ничего корней не дают. Как бы уже устал этих двигать. То они у меня на подоконнике стояли, там была нормальная температура. Потом летом они стояли тоже на подоконнике, а потом опять зимовали. Потом в следующем году я их уже на улицу выставлял. И под солнце, и не под солнце. Они все время были в боксе. Это сорт трифилиата. Дракон вроде ее называют. То бишь я ее брал, такие с большими-большими иголками. И, в общем, никак она не могла укорениться. Я как не пытался, сколько не брал корешков, вообще просто черенков, никак не получалось их укоренить. Можно сказать. Я уже там думал такие способы привить ее к обычному там лимону, допустим. Когда она приживется, подрастет, сделать воздушную прививку, уже так ее получить. Потому что что-то она у меня как-то не получается. У некоторых цитрусоводов тоже спрашивал, говорят, вообще тоже никак ничего не получается их укоренить. Ну, я уже как бы вот хотел именно таким способом. Ну, вот я вот сейчас начал их разгребать. Они вот у меня в таком боксе сидят, сейчас покажу. Вот в таком боксе у меня получается здесь их 4-7. И вот я вот сейчас 3 штуки вытащил. Вот они там лежат. Еще раз в корневине от предыдущих цитрусов остался. Лежат сейчас пока там, чтобы не засохли. Видите, они уже такие желтые стали. Непонятно чего. Давали листочки. Но корней все не было, и не было, и нет. Нет, и нет. Ну вот тут совсем, как бы сейчас я начал разбирать. И вот у меня уже что получается. Вот есть один такой череночек. Вот посмотрите, видите, с двух сторон, слева и справа, начинают образоваться, наконец-то, начинают образоваться корешки. Поэтому сейчас я им делаю новую земельку, потому что эта земелька уже 2 года, я сейчас их начал вытаскивать, там всякие жуки, пауки ползают, поэтому не хочу, чтобы они у меня, может быть, там корешки как-нибудь сожрали или что-нибудь еще. Поэтому я сейчас им новый грунт подготовлю. Вот такие, видите, вот с этой стороны. И вот с другой стороны такие белые точечки уже наклевываются. И вот посмотрите, видите, второй череночек такой, он даже наполовину как бы уже сгнил. Видите, у него сколько этих точечек появилось. Вот они, с двух сторон. Хотя он уже весь желтый, не знаю, что-нибудь из него выйдет или не выйдет, либо дальше весь пожелтеет и умрет. Ну, по крайней мере, наконец-то он начал пытаться давать корешки. Ну вот третий. У него корешков еще нигде ничего нету. Но я сейчас сделал небольшие надрезики, разрезал как бы ему кору слегка. Там даже вот немножечко вот здесь и повыше отрезал, чуть-чуть такие надрезики сделал ножичком слегка. И вот, можно сказать, этот пока еще ничего не дает. А так у него, видите, какие большие иголки. Ну, он типа как декоративный такой, может при минусе хорошо себя чувствовать. Я хотел его типа посадить в огороде где-нибудь там и смотреть, что будет получаться. Ну вот пока, видите, очень сложно укореняется. Сейчас я сейчас все достану и посмотрим, что в них, может быть, там даже где-то уже корешки есть. Но я думаю, навряд ли. Я думаю, что есть маленькие, либо вообще пока еще ничего. Но все равно я хочу им землю заменить и дальше поставить, пусть укореняется. Ну давай сейчас посмотрим, что у меня с другими остальными семьями. Замочил я их тоже в корневине. Ну, там это у меня максимум час полежал, потому что, да, и в принципе особо им как бы не надо. Но я сейчас все равно еще обмакну в порошок корневина и аккуратненько, чтобы не поломать эти почечки, сделаю дырочку, вставлю и со всех сторон немножечко подсыплю. Как бы, поэтому, чтобы не повредить. И опять также накрою боксом, обшикаю, попрыскаю и закрою их боксом. Ну, давай сейчас покажу, что получилось. Ну вот я в принципе все черенки вытащил. Получается там из сколько? 6, 7, 8. Из 10 черенков 5 есть наклюнувшими корешками. Там 2 идут с точечками, как бы, но уже скорее всего скоро появится. И 3 вообще как бы еще пока нет. Ну, будем надеяться, что они, конечно, дадут остальные. Ну, сейчас я вот такую земельку делаю. Здесь у меня
песок обычный и торф обычный. Я сейчас это перемешаю 50 на 50. И как бы можно, в принципе, добавить перлита, но так как здесь уже, в принципе, уже корешки почти появились, поэтому я даже добавлять уже не буду перлита. Это можно для некоторых растений добавлять еще немножечко перлита. А так этого будет достаточно для укоренения черенков. В обычном торфе, скорее всего, может просто сгнить. Поэтому обычный торф не берем, а разбавляем его, соответственно, песком. Либо, если песка нет, то можно перлитом. Перлит и торф тоже, в принципе, более-менее будет нормально. И в такой субстракт можно будет сажать черенки. Понятно, что для взрослых деревьев это будет не тот, но здесь у нас он будет очень рыхлый, корешкам будет легко пробиваться, корневая система должна расти хорошо. Ну, посмотрим, что получится. Они, конечно, желтоватые. Попробую я их сейчас там всякими микроэлементами попшикать на них. Возможно, опрыскать. Возможно, они придут себе уже в нормальную форму. Так, ну давайте посадим их сейчас, посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, я все посадил, обмазал порошком корневина и посадил их обратно уже в новую земельку, такую песочком. Потому что там в той земельке уже, конечно, много чего ползало, непонятно чего. Поэтому я решил земельку обновить. Она уже там 3 года или 2. Нет, получается, да, уже почти 3 года. 3-я зима сейчас пошла. Они у меня там все сидят. Поэтому как бы уже там непонятно, кто завелся. Вот у этого я больше всего наклюнувших почек, там уже даже, можно сказать, полез практически корень. Я положил камушек, чтобы быстрее, ну, его буду посматривать, когда он будет заполняться корнями. Но остальные, я думаю, наверное, все через какое-то время тоже. Там у многих наклюнулись тоже, а у многих еще пока нету, но уже видно, что начинают образоваться. Ну, будем ждать, поэтому следите. Подписывайтесь на канал, не забывайте на YouTube, на Дзен и ВКонтакте. Соответственно, я там тоже буду выкладывать все, по ним тоже буду выкладывать. Не знаю, выживут, не выживут, но надеюсь, все-таки процесс пошел спустя 3 года. Будем надеяться, что хоть там кто-нибудь, но приживется. Но, как мы видим, они уже все желтые, начали желтеть, поэтому, ну, возможно, они начали желтеть, конечно, еще из-за того, что стало холодно, потому что я их недавно сюда занес. Возможно, это как раз спровоцировало их рост корней. Поэтому, возможно, есть предположение у меня то, что я их срывал, и этот, получается, сорт, он должен был перезимовать, как бы, а я их, в принципе, весной, либо летом срывал, ну, уже поздней весной. И черенки как бы пытались зимовать, но они у меня все время стояли при температуре 20 градусов. И вот сейчас как бы первые, можно сказать, лето, они стояли на улице, нифига не росли, вот так вот под крышкой лежали прямо на солнце. Там то вот солнце, ну, в теньке они, но все равно утром, вечером было солнце. И, ну, сейчас стало по ночам холодать, и уже когда я все цитрусы занес, я, соответственно, даже чуть-чуть попозже этот бокс занес, там уже были хорошая такая погодка, там где-то, ну, для цитрусов, для зимовки уже градусов 5 становилось, 7, вот так вот. Может быть, это как-то спровоцировало их, не знаю, как бы. Поэтому, ну, сейчас я им новую земельку дал, поэтому будем смотреть, что получится. Поэтому подписываемся, смотрим новые видео. И всем пока, до новых встреч, с вами был Михаил.